Всем доброго времени суток! Вы на канале Ниццола, это канал вязания, меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео я вам предлагаю связать вместе со мной вот такую простую, но достаточно интересную корзинку. Диаметр моей корзинки составляет 20 сантиметров, диаметр дна. Высота корзинки составляет, если выпрямить эти края, 13 сантиметров. Можно оставить прямыми края, можно после того, как корзинка будет готова и постирана, придать краям вот такую форму, какую придала им я. Диаметр дна и высоту корзинки можно связать другую по вашему желанию, то есть можно меньше, можно сделать корзинку побольше. В общей сложности на эту корзинку у меня ушло 186 грамм. Вот такого размера. Если у вас есть остатки, то можно их скомбинировать. Допустим, дно сделать одного цвета, а стенки корзинки другого цвета. Как пример, я поставлю фотографию еще одной корзинки, которую я недавно связала, и вы сможете сориентироваться уже по тех цветах, которые у вас есть в наличии дома. Итак, кого заинтересовали мои корзинки, давайте приступим к вязанию. Свою корзинку я буду вязать из пряжи бегония от Ярнард. Это 100% мерсеризированный хлопок. Здесь в 50 граммах 169 метров. Цвет, кому интересно, 53-53. Вязать я буду в два сложения, для того, чтобы корзинка была пожестче. И для того, чтобы она имела определенную форму, я буду использовать крючок поменьше рекомендованного. Я буду вязать крючком 1,5 миллиметра. Еще кроме крючка мне понадобится какой-либо маркер, любой абсолютно, и ленточка, чтобы обозначить начало и конец ряда. Или можно взять кусочек нитки любой. Если вы используете другую пряжу, обратите внимание на то, чтобы она умела держать форму. Сначала я сформирую магическое кольцо. Каким образом я буду это делать? Я кладу поверх указательного пальца нить. Конец нити идет вниз, а нить от мотка идет вверх. Обматываю указательный палец один раз, и в том месте, где перекрещиваются нити, я придерживаю большим пальцем. Затем ввожу крючок в образовавшееся кольцо, захватываю рабочую нить, которая ведет к клубку, вот таким образом, и протягиваю ее через это кольцо. Захватываю рабочую нить еще раз и протягиваю через образовавшуюся петлю, которая уже находится на крючке. Вот таким образом. Снимаю это кольцо с указательного пальца. И кроме этой петли, которую я уже провязала, провязываю в это кольцо еще 5 столбиков без накида. Раз. Два. Три. 4. 5. Подтяну немножко выше образовавшуюся последнюю петлю, для того, чтобы она не убежала. И конец нити подтягиваю так, чтобы стянуть кольцо. Вот, придерживаю правой рукой петли, которые я только что сформировала, и подтягиваю нить, конец нити. Вот так. Вот что сейчас получается. Сейчас я посчитаю петли. 1, 2, 3, 4, 5. И вот на крючке 6-я. Сейчас я сделаю соединительную петлю. Протягиваю крючок через первую петлю под двумя стенками. То есть цепляю вот так петлю под 2 стенки. Захватываю рабочую нить и протягиваю ее через эту петлю и через петлю, которая была на крючке. Вот так. Дальше я буду вязать первый ряд.
В первом ряду в каждый столбик без накида предыдущего ряда я провяжу 2 столбика без накида. Захватывать я буду переднюю стеночку и заднюю, то есть вот эту цепочку, которую я вижу. Значит, я ввожу сейчас крючок под эти 2 стенки, захватываю рабочую нить, протягиваю ее через эту петлю и формирую столбик без накида, то есть набрасываю еще раз нить на крючок и протягиваю через 2 петли. Первый столбик сформирован. И обратите внимание, я одновременно буду прятать конец нити для того, чтобы впоследствии не прятать его иглой. Вы же можете сделать по-другому, то есть оставить этот конец нити, и потом в итоге уже, когда будет готова корзинка или другое какое-то изделие, которое вы вяжете, спрятать можно эти концы иглой. Я сейчас буду прятать одновременно. Первый столбик у меня сформирован, вяжу следующий, второй столбик в эту же петлю таким же образом. Теперь третий и четвертый столбик я буду вязать из следующей петли, следующего столбика предыдущего ряда. Третий, четвертый, пятый и шестой из следующего столбика. Пятый, шестой, седьмой и восьмой из следующего столбика. Седьмой и восьмой. Девятый и десятый следующего столбика. Девятый, десятый. Всего у нас должно быть в этом ряду провязано 12 столбиков, осталось 11 и 12 провязать. Значит, в последний столбик без накида предыдущего ряда я ввожу крючок, вяжу 11 столбик без накида и 12 столбик без накида. Я считаю, что достаточно уже закреплять конец нити, я его оставлю и дальше буду вязать, не закрепляя нить. Сейчас мне нужно обозначить конец и начало ряда, я это сделаю обычным способом, то есть ниткой или ленточкой. У меня будет сейчас уже обозначено, где начинается, где заканчивается ряд. Вяжу следующий ряд, в следующем ряду я провяжу в одну петлю предыдущего ряда 2 столбика без накида, в следующую петлю 1 столбик без накида, в следующую 2 столбика без накида, в следующую 1 столбик без накида. Итак, сейчас я вяжу 2 столбика без накида в одну петлю. Раз, два. Из следующего столбика без накида я провязываю 1 столбик без накида. Из следующего столбика я провязываю 2 столбика без накида. 1, 2. Из следующего столбика я провязываю 1 столбик без накида. Из следующего столбика я провязываю 2 столбика без накида. 1, 2. Из следующего столбика я провязываю 1 столбик без накида. Дальше 2 столбика без накида. Дальше 1 столбик без накида. Дальше 2 столбика без накида. Дальше 1 столбик без накида. Дальше 2 столбика без накида.
И последний 1 столбик без накида. В этом ряду я прибавила 6 столбиков без накида. То есть в предыдущем было связано 12 столбиков без накида. Сейчас я прибавила еще 6, то есть в общей сложности в этом ряду провязано 18 столбиков без накида. Я обозначаю конец и начало ряда ленточкой и вяжу следующий ряд. В следующем ряду я прибавлю еще 6 столбиков без накида, и прибавлять я их буду следующим образом. В первую петлю я сейчас провяжу 1 столбик без накида. В следующую петлю я провяжу еще 1 столбик без накида. А в следующую петлю я провяжу 2 столбика без накида. 1, 2. И так до конца ряда. 1 столбик без накида, 1 столбик без накида, 2 столбика без накида, 1 столбик без накида, 1 столбик без накида, 2 столбика без накида. Итак, вяжу 1 столбик без накида, 1 столбик без накида. И из следующего столбика без накида предыдущего ряда я провязываю 2 столбика без накида. 1. И сюда же ввожу крючок и провязываю 2 столбик без накида. Дальше 1 столбик без накида, 1 столбик без накида. Дальше 2 столбика без накида. Один столбик без накида. Один столбик без накида. 2 столбика без накида. 1. И сюда же 2. 1 столбик без накида. 1 столбик без накида. И 2 столбика без накида. 1 и 2. 1 столбик без накида. 1 столбик без накида и 2 столбика без накида. 1, 2. Я провязала ряд до конца. Сейчас обозначаю начало и конец ряда ленточкой и вяжу следующий ряд. В этом ряду я провязала в общей сложности 24 столбика без накида. В следующем ряду я прибавлю еще 6 столбиков без накида, и у меня получится провязанных 30 столбиков без накида в этом ряду. Провязывать я их буду следующим образом. Сейчас я посмотрю, где у меня находятся 2 столбика без накида из одного столбика. Вот они. Здесь я не буду провязывать 2 столбика без накида, я их провяжу в другом месте. Я их провяжу сейчас вот в начале ряда. Значит, сейчас я провяжу 2 столбика без накида из одного столбика без накида предыдущего ряда. 1, 2. И дальше я провяжу 3 столбика в каждый столбик предыдущего ряда. 1 столбик без накида, 1 столбик без накида, 1 столбик без накида. Дальше я буду вязать 2 столбика без накида из одного столбика предыдущего ряда. 1, 2. Дальше я буду вязать по одному столбику без накида 3 раза. 1 столбик без накида, 1 столбик без накида, 1 столбик без накида. Это получается 3 столбика без накида. И дальше я вяжу из одного столбика 2 столбика. 1, 2. И таким образом, чередуя из одного столбика 2 столбика без накида и затем
3 одиночных столбика в каждый столбик предыдущего ряда я буду вязать до конца этого ряда. Вяжу до конца ряда 1 столбик без накида, 1 столбик без накида, 1 столбик, теперь 2 столбика, 1, 2, 1 столбик, 1 столбик, 1 столбик и 2 столбика, 1, и ввожу сюда крючок в эту же петлю и второй столбик, 1 столбик, 1 столбик, 1 столбик и дальше 2 столбика, 1, и в эту же петлю 2, 1 столбик, 1 столбик и 1 столбик. Ряд провязан до конца, я обозначаю его лентой. Дальше я вяжу следующий ряд и опять делаю прибавки 6 дополнительных столбиков. То есть в этом ряду, который я только что провязала, у меня в общей сложности провязано 30 столбиков без накида. В этом ряду следующем, который я сейчас буду вязать, 36 должно быть в общей сложности провязано столбиков без накида. И я прибавки буду делать не в том месте, где я делала в предыдущем ряду, а немножко дальше. Вот здесь сначала я в предыдущем ряду делала прибавки, здесь я прибавки в этом ряду, который я сейчас буду вязать, делать не буду. Прибавки здесь у меня будут идти через 4 столбика. Значит, сейчас я провяжу сначала ряда 2 столбика в каждую петлю, 1 столбик, следующая петля, следующий столбик, и затем я сделаю прибавку. Вот из этой петли я провяжу 2 столбика, 1, 2. Значит, здесь я провязала 2 столбика без накида в каждую петлю и потом сделала прибавку. Это значит то, что в конце ряда я должна провязать еще 2 столбика без накида, для того, чтобы в общей сложности между прибавками получилось 4 столбика. Здесь я сделала прибавку, дальше вяжу 4 столбика без накида в каждую предыдущую петлю. 1 столбик, 1 столбик, 1 столбик, 1 столбик, это получается 4, и делаю прибавку. Из одной петли провязываю 2 столбика, 1, 2. Дальше 4 столбика в каждую петлю предыдущего ряда. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик, и делаю прибавку. Провязываю 2 столбика из одной петли. Опять вяжу 4 столбика в каждую петлю предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. Делаю прибавку. Из одной петли провязываю 2 столбика. Дальше вяжу 4 столбика в каждую петлю предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. И дальше я вяжу прибавку. Из одного столбика вяжу 2 столбика. 1, 2. Дальше вяжу 4 столбика в петлю предыдущего ряда, в каждую петлю. 1, 2,
3, 4. В следующую петлю я провязываю 2 столбика. Раз, два. И в конце ряда мне осталось провязать один столбик в одну петлю и второй столбик во вторую петлю. Раз и два. Ряд провязан до конца. Я обозначаю начало и конец ряда ленточкой и буду вязать следующий ряд. В предыдущем ряду я провязала 36, и в этом ряду я должна сделать еще 6 прибавок. То есть в общей сложности должно получиться 42 столбика без накида. И здесь я прибавки буду делать через 5 столбиков. В предыдущем ряду я это делала через 4 столбика, значит в этом ряду я это буду делать через 5 столбиков. И опять же таки я буду обращать внимание на то, чтобы прибавки не размещались над прибавками в предыдущем ряду. Вот здесь я в предыдущем ряду вижу прибавку. Вот 2 столбика провязаны из одного. Вот 2 столбика провязаны из одного. Вот 2 столбика провязаны из одного. И в этих местах прибавки я делать не буду, я буду делать их в другом месте. Сейчас вот через 1, 2 петли я вижу прибавку. Я сейчас провяжу 4 столбика без накида, и после этих 4 столбиков без накида вот в этом месте сделаю прибавку. 1, 2, 3, 4. Я провязала 4 столбика без накида, и из следующего столбика я провязываю 2 столбика без накида. То есть здесь я делаю прибавку. Раз, два. Теперь давайте обратим внимание на то, что здесь вначале я провязала 4 столбика без накида, а прибавки у нас идут через 5 столбиков. То есть здесь у меня 4 столбика без накида, значит в конце ряда здесь я должна провязать 1 столбик без накида, для того чтобы у нас прибавки шли через 5 столбиков. Значит, сейчас я сделала прибавку и дальше вяжу 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываю прибавку. То есть из одного столбика 2. Раз, 2. Опять 5 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5. И прибавка из одного столбика 2. Раз, 2. 5 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5. И прибавка 1 столбик, и в этот же столбик второй столбик. 5 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5. И прибавка 1, и в этот же столбик второй столбик без накида. 5 столбиков без накида. Раз, 2, 3,
4, 5 и прибавка. 1, 2. И сейчас последний столбик без накида я провяжу вот в эту петлю. То есть в начале здесь было 4 столбика без накида, затем прибавка. И осталось здесь провязать еще один столбик без накида. Вот так. Обозначаю конец и начало ряда лентой. И буду вязать следующий ряд. В следующем ряду я должна провязать 48 столбиков без накида. То есть сделать еще 6 дополнительных столбиков, 6 прибавок. И прибавки в этом ряду я уже буду делать не через 5 столбиков, а через 6 столбиков, отсчитывая их в предыдущем ряду. Вот здесь у меня идет прибавка. Дальше вот здесь у меня идет прибавка. В этих местах я делать прибавки в этом ряду не буду. Я буду делать их немножко дальше. Значит, так как я сейчас делаю прибавки через 6 столбиков, отсчитывая их в предыдущем ряду, и обращая внимание на то, где были прибавки в предыдущем ряду, то я здесь вот вижу прибавку, вот она. Я сделаю прибавку в этом ряду вот здесь. Сначала я провяжу один столбик без накида и затем сделаю прибавку. Провяжу 2 столбика без накида из одного. Так как я в этом ряду делаю прибавки через 6 столбиков без накида, а провязала в начале ряда 1 столбик, то здесь в конце ряда мне останется после прибавки провязать еще 5 столбиков без накида. Я сделала сейчас прибавку и вяжу сейчас 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка, то есть 2 столбика из одного. 1 и 2. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. 1 и сюда же второй. Ряд провязан до конца, обозначаю его ленточкой. Следующий ряд и все последующие ряды я буду вязать точно так же. То есть промежуток между прибавками я буду увеличивать на 1 петлю. Вот в этом ряду у меня прибавки были через 6 столбиков. Значит, в следующем я буду делать прибавки через 7 столбиков. И прибавки мы делаем не в том месте, где мы делали в предыдущем ряду, а немножко дальше. Таким образом, я сейчас провяжу круг нужного мне диаметра. И затем вам покажу, каким образом я буду делать закругление в моей корзинке. Дно моей корзинки готово. Здесь в последнем ряду у меня находится 168 столбиков без накида. В каждом ряду я делала по 6 прибавок. Прибавки я делала равномерно, не друг над другом, а на небольшом расстоянии друг от друга. В данном случае вот здесь кнопками я показала, где у меня находятся прибавки, и здесь можно посчитать. Вот дальше вот здесь находится прибавка вот в этом ряду, а в предыдущем ряду находится прибавка вот здесь. И получается, что до этой прибавки в предыдущем ряду я не доходила 2 столбика без накида. Вот 1, 2 и делала прибавку. И так в каждом ряду за 2 столбика без накида до прибавки я делала прибавку в текущем ряду. Круг получился ровный. В диаметре он у меня составляет
20 сантиметров. Этого достаточно для моей корзинки. Если вам нужна корзинка побольше или поменьше, то вы можете, соответственно, если больше, продолжить вязать таким же образом, то есть делая по 6 прибавок в каждом ряду, и можете соблюдать вот этот принцип прибавок за несколько столбиков до предыдущей прибавки и равномерно располагая эти прибавки в каждом ряду, и тогда круг получится ровный, как и у меня. Дальше я буду делать закругление дна корзинки. Закругление будет у меня на 4 рядах. Первый из этих рядов я провяжу без прибавок. Вот сейчас у меня здесь в последнем ряду, как я уже сказала, находится 168 столбиков без накида. Значит, и следующий ряд, это первый ряд закругления, я провяжу без прибавок и провяжу 168 тоже столбиков без накида. Это будет первый ряд закругления. После этого ряда я провяжу второй ряд закругления. Вот здесь маркер я чуть ниже перемещу, чтобы я уже ориентировалась, где начало и где конец ряда. Ленточка здесь уже не нужна. Значит, во втором ряду я провяжу ряд с прибавками. И прибавки я тоже сделаю равномерно по отношению к вот этому ряду. За 2 столбика без накида я сделаю прибавку в том ряду. 6 прибавок у меня будет. И получается в общей сложности мы получим во втором ряду закругления дна корзинки 174 столбика без накида. Затем третий ряд закругления я провяжу без прибавок столбиками без накида, то есть это будет тоже 174 столбика в третьем ряду. И в четвертом ряду я провяжу столбиками без накида ряд с прибавками, сделаю 6 прибавок, тоже равномерно за 2 столбика до предыдущей прибавки в ряду, в котором я делала эти прибавки. И получится у нас в общей сложности 180 столбиков. Затем, после того, как я сделаю закругление таким образом, дальше вверх нашу корзинку я буду вязать просто столбиками без накида. Это будет 180 столбиков без накида в каждом ряду на нужную мне высоту. Я связала закругление дна корзинки. Это было 4 ряда. Ряд без прибавок, ряд с прибавками, ряд без прибавок, ряд с прибавками. Вот так выглядит это закругление. Вот с внутренней стороны. А вот так с внешней. Сейчас в последнем ряду у меня 180 столбиков без накида провязано. И дальше я буду вязать столбиками без накида, без прибавок в каждый столбик предыдущего ряда. Провяжу на нужную мне высоту корзинку и покажу вам в итоге, что у меня получилось. Я довязываю свою корзинку. Мне осталось сейчас для того, чтобы скрыть вот эту ступеньку, провязать несколько столбиков соединительных. Все, корзинка моя довязана. Мне осталось сейчас спрятать вот этот кончик, уже иглой я спрячу между столбиками с изнаночной стороны аккуратно, чтобы не было заметно. И все, моя корзинка готова. В итоге высота моей корзинки составила 13 сантиметров. Итак, моя корзинка полностью готова. Вот такая она получилась изнутри. Вот такое донышко получилось снаружи. Она постирана, высушена. И когда я ее сушила, я решила придать форму вот такого плана краям корзинки. Когда я захочу выпрямить корзинку, мне достаточно будет постирать и придать ей другую форму, то есть просто выпрямить эти края. Как я уже говорила, дно корзинки составляет у нас 20 сантиметров в диаметре. Высота корзинки, если выпрямить этот край, 13 сантиметров.
Общий вес корзинки составил 186 грамм. Ну и корзинка сама по себе достаточно плотная, держит форму благодаря пряже. То есть если эту пряжу вязать туго достаточно, то не нужно крахмалить, не нужно использовать какие-то дополнительные средства. Ну а на этом у меня все. Я вам желаю всего хорошего и до новых встреч.